Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой классный модный джемперок волнистым узором. Это модная новинка от популярного бренда Shein. Совершенно поразила мое воображение. Элегантность, легкость, какая-то нежность, миловидность в образе увидела я этой модели. Мне очень понравилось. Решила, что нужно сделать мастер-класс. Сейчас я полистаю вам, значит, эту модельчику, вы поймете, что меня очень, так скажем, вдохновило сделать мастер-класс по такой модельке. Смотрите внимательно. Вот ворот, вы видите, да, планка, она выполнена ажурным узором, таким же ажурным узором, что и спинка перед, да, и вот здесь такой небольшой валик идет в виде лицевой глади. Она сама собой естественным образом вот так закругляется, да. В принципе, простая модель со спущенными рукавчиками, таким, знаете, ненавязчивым и очень милым узорчиком. Схему я нарисовала, девочки. У нас будет сегодня рассматриваться несколько размеров. Размер будет 42, 44, 46, 48, 50, 52. Мы составим с вами описание на все эти размеры. Будет у нас подробно схема нарисована узора. Я сделала схему узора. Вот здесь очень хорошо видно вырез горловины, как оформлен, да. И у нас будет с вами выбор пряжи конкретно, расчет плотности, мы свяжем образец. В общем, наш экспресс-мастер-класс подразумевает полную разработку инструкции по вязанию с конкретной пряжей, конкретных спиц. То есть там последовательность всех ваших действий будет в виде текста составляться, и эта вся инструкция будет выложена под видео. Так, ну и что еще я вам не показала? Такой вариант вы посмотрели, полистали, я мне показала спинку. Вот сейчас мы на спиночке останавливаемся. Смотрите, здесь нет выреза. То есть здесь, вот видите, по прямой все закрывается. Есть скос плеча, который я предусматриваю сегодня в нашем описании. Вот он идет, скос плеча. И вот здесь идет закрытие петель по вырезу на одном уровне. Конструктивно сегодня это мы с вами будем обсуждать и прорабатывать. Вот, видите, на одном уровне все идет. А здесь уже идет ажурная планочка, вяжется. Здесь она, вот видите, ну это машинная вязка. Я буду предлагать от поднятых петель вязать вот эти вот ажурные наши узорчики. И затем переходим на лицевую гладь, чтобы связать вот этот валик. Все это будет сегодня конструктивно описано под видео. А сейчас, мои хорошие, я хотела бы предложить вам выбор пряжи. Давайте посмотрим, какую пряжу я предлагаю. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы... Для вязания этого джемперочка я предлагаю пряжу Alize Lana Gold Fine из серии Classic. 49% шерсть, остальное акрил. 100 грамм у нас с вами 390 метров. Это турецкая пряжа, очень хорошего качества. Она мягкая, хорошей скрутки, из нее очень приятно вязать. Мы будем с вами использовать спицы 3,5. И вот так выглядит узор. Здесь 2 раппорта связаны в ширину и 3 раппорта в высоту. Простой, милый, незамысловатый узор. Довольно эффектно смотрится. Такой ажура мало, да, в основном лицевая гладь используется в узоре. Поэтому вяжется легко и можно его рекомендовать для малоопытных мастериц.
А сейчас, девочки, давайте посмотрим схему. Вот такая схема узора, я нарисовала ее от руки. Составляет 18 петель в ширину раппорт и 12 рядов в высоту. Вот эти вот горизонтальные вертикальные черточки – это лицевая петля. Вот эти треугольнички прямоугольные – это 2 вместе лицевой с наклоном влево и зеркально 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее вот этот условное обозначение кружочек – это накид, и галочка – это платочная вязка. Начинаем вязать платочной вязкой все петли лицевые, то есть 3 ряда лицевых петель у нас вяжется платочной вязкой. И далее раппорт повторяется с первого ряда опять. Вот так вот. Далее у нас есть описание. Оно будет выложено под видео. Размеры рассматриваем 42, 44, 46, 48, 50, 52. И вот это все полностью попетельное объяснение, откуда берутся эти петли, как располагаем узоры, я сегодня рисую. После того, как свяжем образец, я в расчетной части все это объясняю. Сколько у нас на скос плеча петельчик, на какой высоте мы все делаем. Кстати, я сегодня не объясняла в расчетной части про вертикальную плотность. Я объясняю, для чего мы ее считаем. Дело в том, что после стирки любое изделие вытягивается, да? Чтобы этого избежать, при правильной технологии вязания необходимо рассчитывать и применять вертикальную плотность. То есть любой сантиметр, который у нас по вертикали мы измеряем, да, на выкройке, любой показатель вертикальный в сантиметрах переводится путем умножения в ряды. Да, путем умножения вертикальной плотности в ряды. Получается ряды, и мы будем вязать согласно вот этой рядности. То есть мы должны считать конкретно, не сантиметрами мерить, а рядами любые размеры, когда вяжем наше изделие. Вот таким образом. Сейчас я приступаю к вязанию образца. Все это вы сами почитаете в описании. И давайте, в общем-то, вязать. Для вязания образца я набрала 41 петлю. Мы будем вязать 2 раппорта, но можно ограничиться одним раппортом. Но 2 раппорта, чтобы посмотреть, как у нас вот здесь стык 2 раппортов, да, как это вот красиво смотрится узорчик. Давайте с вами свяжем. Раппорт составляет всего 12 рядов и 18 петель. Первый ряд у нас вяжется нашего узора, все петли лицевые, все до одного. То есть все 41 петля лицевые петельки. Все четные ряды у нас будут вязаться, как смотрят петли. Накиды будут провязываться изнаночными. Давайте самостоятельно свяжем 1-2 ряды и встретимся в 3-м. Третий ряд. Третий ряд у нас следующим образом вяжем. Первые 3 петли у нас идут для симметрии, мы их добавили, и вяжу их как 3 лицевые. И вот теперь начинается раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая, накид. И снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняем петельки местами, но это я так делаю. Вы по-своему вяжите 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. И еще осталось 3 лицевые. 1, 2, 3. Все, у нас раппорт связан. Второй раппорт точно такой же. Начинается 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая, накид, снова 5 лицевых. 1, 2, 3,
4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И 3 лицевые. 1, 2, 3. Кромочная, изнаночная. 4-й ряд вяжем все петли изнаночные. 5-й ряд. 3 лицевые для симметрии. 1, 2, 3. Далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали раппорт узора. Второй раппорт также начинаем. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, накид и так далее. Самостоятельно. 7-й ряд. 3 лицевые для симметрии. Теперь вяжем раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, лицевая, накид. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые. 1, 2, 3. Раппорт связан. Второй раппорт такой же. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых и так далее. Накид, лицевая и самостоятельно до конца. 9-й ряд. 3 лицевые для симметрии. 1, 2, 3. Начинаем раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Осталось 3 лицевые в раппорте. 1, 2, 3. Связали раппорт узора. Вяжем второй раппорт. Также начинаем. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. Накид и так далее. Самостоятельно. 10-й ряд у нас вяжется все петли лицевые. У нас сейчас начинается платочная вязка. Вяжем все петли лицевые. Это уже пошла платочная вязка. Вяжем самостоятельно, в том числе и накиды все лицевые у нас идут. До конца ряда вяжем. 11-й ряд у нас лицевой. Тоже все петли лицевые. Вяжем самостоятельно до конца ряда все петли лицевые. Продолжаем. Перевернули 12-й ряд у нас изнаночный. Это последний ряд нашего раппорта. Мы вяжем тоже все петли лицевые. То есть получилось у нас, девочки, платочная вязка 3 ряда. 10, 11 и 12. Мы вязали все петли лицевые. И затем у нас сейчас будет повтор раппорта с первого ряда снова. Вяжем самостоятельно. Вот такой у нас с вами узор получается. У меня связано 3 раппорта в высоту. Очень красивый узор, по-моему, да? Такой нежный, женственный. И сейчас нам необходимо сделать влажную тепловую обработку данного образца, чтобы точно определить плотность вязания.
Так, делаем с вами влажную обработку. Горячим паром обдаем наш образец. Он становится влажным, податливым, и мы тянем его в разные стороны. Видите, он сразу выпрямляется, становится узор уже без всех этих волнистостей, расправляется на наших глазах. Я стараюсь, девочки, не портить рисунок. Я стараюсь не только паром воздействовать, только паром. Еще раз нам надо потянуть по вертикали, чтобы все точно было, как потом после стирки. Мы сейчас с вами делаем имитацию стирки. Вообще образец, конечно, можно и постирать, но, если честно, я проводила эксперимент, стирала, сушила, потом он сох, и результат был, в принципе, один и тот же, что мы паром обдаем, да, что стираем, потом он сохнет. Все одно и то же, все равно плотность в итоге одинаковая получается в расчетах. Итак, оставляем сохнуть. Прикладываем линеечку к нашему образцу. Измеряем ширину. Кромочные тоже участвуют. Итак, 21 сантиметр получился. В образце участвует 41 петля. Сейчас мы 41 разделим на 21 сантиметр. Получается плотность 1,95. Надо записать именно так. Запишем, что в 1 сантиметре 1,95 петель. Следующая плотность будет нас интересовать вертикальная. Будем измерять длину образца. Измеряем длину образца. Прикладываем нашу линеечку. Она у нас, видите, какая длина будет разная. То есть у нас идет вот такой волнистый край. 16 получается сантиметров и 14. 16 плюс 14, средняя арифметическая, 15. Возьмем, девочки, 15 сантиметров. И сколько рядов теперь надо посчитать? В образце связано 3 раппорта по 12 рядов, да? 3 раппорта по 12 рядов. 36 получается. 36 рядов надо разделить на 15 сантиметров. Получается 2,4 плотность. В 1 сантиметре 2,4 ряда. Такая плотность у нас по вертикали. А сейчас давайте поищем выкройку для данного джемпера и будем составлять описание. Вот такую выкройку я буду сегодня использовать. Я ее нарисовала от руки, поскольку там очень необычная спинка будет выполнена. Я уже говорила, заостряла на этом внимание. Итак, девочки, сразу давайте по размерам, по ширине и по петелькам. Значит, первый размер 42-44. Ширина спинки переда 49 сантиметров. В петельном эквиваленте 95 петель. 46-48 размер. Это будет 105 петель и 54 сантиметра. На размер 50-52 это будет 58 сантиметров и в петельном эквиваленте 113 петель. А теперь хотела бы сказать, откуда берутся числа вот эти. Как я определяю, если кто еще не умеет. 49 надо умножить на плотность, которую мы с вами рассчитали. Смотрите, в 1 сантиметре 1,95 петель.
Вот на это число вы должны умножать ширину своего изделия, и у вас получится петли. Теперь давайте традиционно у нас распределение петель, как мы это сделаем. Раппорт узора составляет 18 петель, да? И у нас с вами еще 3 петли мы вязали для симметрии, были крайне правые. Помните, с них начинали образец, да? И поэтому также здесь я делаю. У нас получается для первого размера 5 раппортов по 18 петель и 3 лицевые для симметрии в самом начале вязания. Кромочная справа, кромочная слева. В сумме это составляет 95 петель. Второй размер у нас, где у нас там 105 петель, на 10 петель больше включаем. Значит, поскольку раппорт мы не можем целиком включить, это слишком много, 18 петель, мы включаем всего 10 петель в узор. И у нас вот что получается. 5 лицевых, добавляем справа, 5 лицевых слева. То есть у нас идет лицевая гладь по бокам по 5 петель. В сумме это получается 105. Затем третий размер у нас идеально вписалось 6 раппортов по 18 петель, 3 лицевые для симметрии, крайне правые идут, кромочная справа, кромочная слева. И в сумме это 113 петель. Теперь опять идем к выкройке. Вот так выглядит наша с вами выкройка. На вырез горловины я беру 39, 41 и 43 петли. Это сантиметр написала. Петли. И почему именно так? Да? Объясняю. 20 сантиметров первый размер беру, ширину выреза. Умножаю на плотность по горизонтали 1,95 и получаю петли по вырезу горловины. Здесь у меня 21 сантиметр, здесь 22 сантиметра ширина. Вот такая конструкция у нас по спинке идет. То есть мы делаем скос плеча, а здесь у нас никакого выреза не вывязывается по спинке. Именно так предусмотрено дизайнером. Идет просто закрытие петель на одной линии. Как сформировать скос плеча, я подробно описываю в описании под видео. Там почитайте, девочки. Здесь я сейчас об этом рассказывать не буду. Я просто скажу, что в целом у нас на первый размер 28 петель, на второй 32 и на третий 35 петель приходится по плечу. Ну, то, что детали у нас все вяжутся снизу вверх, это и так понятно, да, почти все мои модели именно так и вяжутся. Крайне редко я что-то там предлагаю сверху вязать. Даже, честно сказать, не люблю я такое вязание сверху, не люблю я эти все кокетки сверху. Ну, обусловлено это моей личной, так скажем, причина. Я не люблю, когда на круговых спицах вот такой вот шматок, да, тяжелого вот этого трикотажа. Очень тяжело это все вязать, носить, куда-то там перетаскивать с дивана, там еще куда-то на стол. Ну, не люблю я, когда на спицах много петель. Вот и все. Это мое личное, так сказать, мнение. Значит, высота изделия я всегда пишу. Первый размер я сделала 60 сантиметров, второй 61, третий 62 сантиметра. И у нас с вами эта циферка может, конечно, по вашему желанию регулироваться. Побольше, наверное, уже не стоит, а вот поменьше можно сделать, если кто хочет джемперок покороче. Но и также это зависит от роста человека, да, то есть тоже это все очень индивидуально. Высоту проймы я беру 20, 22, 23 сантиметра, в зависимости от размера. И давайте с вами разберем. Глубина по переду у меня 5 сантиметров выреза. Я это все учитываю в описании. Говорю, на какой высоте приступаем к формированию выреза по переду.
Теперь рукав. У рукавчика у нас с вами набирается там, по-моему, 50, 52, 50, ну, в общем, меньшее количество петель для резинки. Планка вяжется также на высоту 5 сантиметров, как и у спинки переда. И затем идет переход к узору. Располагаем 3 раппорта подряд. В последнем изнаночном ряду доводим количество петель для всех размеров до 59. Я это описываю в описании. И затем уже приступаем к вязанию нашего ажурного узора на 59 петельках. И здесь у нас вот так располагаться будут раппорты. 3 раппорта подряд у нас идут с вами по 18 петелек. 3 лицевые у нас идут также для симметрии, ну и кромочные справа, кромочные слева. В сумме это 59 петель. Вот так. Это рукава. Так, выходим на такое количество распределения петель. А потом у нас идет с вами прибавки. Справа, слева мы делаем скос. Самая широкая часть рукава это 77 петель, 85 и 89, в зависимости от размера. Как считала? Смотрите, высота проймы, первый размер 20 сантиметров, соответственно, здесь будет 40. Да? 40 умножаем на плотность по горизонтали, 1,95 получаем, петли 77. И теперь, девочки, как посчитать скос? Чтобы равномерно распределить прибавки. Это очень важно. Воспользуемся понятием вертикальной плотность. Мы его определяли с вами, и это понятие, вот оно у нас в 1 сантиметре 2,4 ряда умещается по вертикали. И смотрим, длину рукава я сделала 45 сантиметров вместе с планкой. Величина тоже довольно индивидуальная. Для своего роста требуется корректировка. Я буду рассказывать, что длина у нас 45 сантиметров рукава. Соответственно, если планка 5, то скос формируется на высоте 40 сантиметров. 40 сантиметров умножаем на плотность по вертикали 2,4 и получаем ряды 96 рядов. И вычитаем из самого большого количества петель 77, 59 и получаем 18 петель. Делим на 2 скоса, на каждый скос приходится по 9 петель прибавлять справа и слева. Да? И как распределяем прибавочки? 96 это наш высота скоса, делим на 9. Получается прибавка в каждом 10 и 11 ряду, чередуем. Для второго размера 13 петель в каждом 7 ряду. Также я вычислял 96 разделить на 13. Получится число 7. В 7 ряду делается прибавка. В каждом 7 ряду 13 раз. И в третий размер 15 петель. Чередуем в 6, 7. Все это вы увидите в описании, девочки. Это все есть. Ну, собственно, очень простая конструкция. Еще раз показываю, как у нас распределяется поразмерно узоры. Очень легко, в принципе, здесь сообразить, да, вот эти вот раппорты, как располагаются друг за другом. Мы с вами специально сегодня связали 2 раппорта подряд. У нас вязалось, я поясняла, просто у некоторых новичков возникает иногда непонятность, как связать им друг за друга раппорты. Я показала сегодня. А сейчас я заканчиваю свой мастер-класс. Я желаю вам удачи, чтобы все у вас хорошо получилось. И до новых встреч!